Как и обещал, подготовил для вас второй выпуск 15 фишек, секретов, багов и особенностей обновления охоты за головами для GTA Online. Без лишних слов, давайте начнем. Не хватает денег в GTA Online, нужно повысить уровень или открыть заблокированный контент? Не вопрос, переходи в мою личную группу по прокачке. Наша гарантия качества — это 10 тысяч довольных клиентов, отзывы которых каждый день появляются в группе. Бабки, опыт, тачки, тюнинг и многое другое по сниженным ценам. Также появилась возможность накрутки игровой валюты на ПК без входа в аккаунт. Ваши логины и пароли больше не нужны. Все ссылки само собой в описании. Переходи и заказывай лучшую прокачку в Рунете. Позвонив механику, можно заметить, что гаражи офиса теперь имеют свой собственный подраздел на этажи, ровно так же, как и гаражи ночного клуба. Мелочь, а приятно, стало куда удобнее. Этот огромный список недвижимости, где хранится транспорт, конкретно укоротили, объединив многоуровневые гаражи офиса и ночного клуба в собственные подразделы. Если раньше список был длиной чуть менее 30 строчек, то теперь, сами видите, лично у меня всего 23. Помимо того, что отлавливая беглых преступников вы зарабатываете деньги, так и еще прокачиваете свое бюро эксклюзивными трофеями. Всего их 3. Первый — это сертификат. Его получить несложно, нужно поймать всего 10 преступников. Второй — это нагрудный значок. Здесь придется попотеть и посадить за решетку целых 100 беглецов. Третий и самый сложный — это наручники. Необходимо поймать все 24 уникальные цели, 6 красных и 18 синих. Проблема в том, что синие очень часто повторяются, а красные обновляются всего один раз в день. Тут 100% нужно запастись терпением, без этого никуда. В любом случае трофеи классные, если их выбить, ваше бюро будет отличаться от других, а это, согласитесь, дорогого стоит. Вместе с обновлением в игру нежданно-негаданно завезли 117 новых раскрасок на старый транспорт, причем, как я понял, именно на тачки с дрифт-модификацией, на все, кроме Phantom FR36. Не знаю, почему его обделили, но тем не менее, ливреи не отображаются на обычных версиях машин. Сначала нужно приобрести дрифт-модификацию, а уже потом вам откроется доступ к покупке новых раскрасок. Поэтому, если вас не устраивал внешний вид вашего дрифт-карча, загляните в автоклуб, возможно, получится подобрать новую ливрею, которая будет полностью вас устраивать. Помните дурацкий баг, связанный с номерными табличками? Иногда в утильцехе угнанную тачку можно забрать себе. Вы все это прекрасно знаете, такое происходит примерно раз в 2-3 недели. Так вот, в основном эти машины с эксклюзивными номерными табличками, которые нельзя купить. Liberty City, Las Venturas, LS Panic и так далее. Прикол в том, что раньше, когда вы забирали тачку себе, табличка слетала. Вместо нее вы получали просто дефолтный вариант. Теперь, спустя полгода, Rockstar пофиксили этот момент. Эксклюзивные номерные таблички сохраняются на автомобиле, когда вы его забираете себе. Если поставить в гараж игрового зала любой мотоцикл, в моем случае это первый опрессор, ибо с ним намного веселее, затем выставить в настройках точку возрождения игровой зал, далее сменить сессию, то, сев на байк и выехав из гаража, каким-то волшебным образом анимация падения с мотоцикла полностью отключается. Можно врезаться в трафик, биться о здание и даже кататься на голове. Персонаж никуда не денется с байка, и я очень надеюсь, эту фишку долго не будут фиксить, ибо она реально прикольная. В игре есть противоборство под названием «Нападение на Каю Перика». Кстати, очень советую, при полном лобби, как по мне, это один из самых классных режимов. Суть в чем? Раньше для запуска этого противоборства было необходимо минимум 4 человека, теперь же нужно целых 8. Да, собрать лобби будет проблематичнее, но поверьте, менее 8 игроков это было просто неинтересно. Здесь нужно много народу, поэтому решение правильное. Минималка — это 8 человек. Теперь немного о гонках. Во-первых, в лобби для хоста все дополнительные настройки переместили в отдельное подменю. Воздушный карман, уровень розыска, личный транспорт и так далее. Все это теперь настраивается в отдельной вкладке. Немного непривычно, но в целом пойдет. Во-вторых, добавили настройку стартовой решетки, а если вы запускаете серию гонок или какой-то плейлист, то места на старте будут такими, какие были результаты прошлой гонки. То
есть, к примеру, вы финишировали 5-м, в следующей гонке вы стартовать будете с 5-го места стартовой решетки, либо наоборот, с 5-го места с конца. Такое тоже можно выбрать. Как по мне, это очень круто. Ощущается некий дух квалификации гонок Формулы-1. Да, там квалы проходят совсем по-другому, но тем не менее, суть вы поняли. Обладателям Next Gen консолей с подпиской GTA Plus добавили безумно имбовую фишку. Открыв телефон и выбрав приложение клуба Вайнвуда, вы найдете функцию сбора денег из сейфа всех ваших бизнесов. Ночной клуб, игровой зал, агентство, утилизационный цех и бюро по поимке преступников. Больше не нужно кататься по всем бизнесам и вручную собирать деньги из сейфа. Всего одна единственная кнопка сделает все за вас. Безумно удобно, жаль, что это эксклюзив только для подписчиков в GTA+. Раньше кастомные названия транспорта видели абсолютно все игроки. Да, кто не знал, в мастерской арены можно переименовать вашу тачку или мотоцикл как угодно. Как раз таки это кастомное название видели абсолютно все в автоклубе, на парковочных местах вашей недвижимости, в общем везде, где можно нажать Z рядом с транспортом и увидеть его подробности. Теперь же эти кастомные названия видит только владелец, для всех остальных все отображается по дефолту. В меню взаимодействия в разделе «Крупный транспорт» теперь можно перемещать Avenger между базой и ангаром. Раньше, если в этом была нужда, мы делали это вручную. Теперь достаточно нажать одну единственную кнопку. Inus Paragon S – тачка, на которую можно установить оборудование от Imani, скользкие мины и бронеплиты. Звучит неплохо, но все же стекла здесь отлично простреливаются и в целом убить водителя не проблема. Если на этот спорткар установить в автомастерской лип-спойлер, то каким-то магическим образом заднее стекло становится полностью пуленепробиваемым. В итоге, если поворачиваться к врагам с задницей машины, мы получаем полноценную Куруму, только в разы крепче, с минами и генератором помех. Лютая имба, пока не пофиксили, настоятельно рекомендую установить лип-спойлер каждому из вас. В списке вездеходов в редакторе дел стала доступна жаба. Если раньше она просто не отображалась среди вездеходов при запуске гонок, то теперь этой проблемы нет. Странно, что Rockstar поправили этот момент спустя 4 года. Видимо, считали жабу непригодной для гонок. В целом в этом есть доля правды, очень медленная, очень большая, но тем не менее. Куда же без мелких багов у спорткара Inus Paragon S. Если выбрать большие титановые глушители, то глушитель будет только слева, а справа ничего, хотя дым с правой стороны идет. Ровно такая же ситуация с прямоугольными глушителями. Без понятия, как Rockstar упускают такие поверхностные детали, если честно, иногда кажется, что они делают это специально. У полицейского маслкара Dominator FX Interceptor не работает левая противотуманка в бампере, а у обоих новых импалеров какого-то хрена не горят прожекторы по правую сторону. Точнее как, они-то горят, просто почему-то ничего не освещают. Плюс ко всему куда-то пропали раскраски у некоторого транспорта. Например, раньше у Phantom FR36 была вот такая вот раскраска Tensions Graffiti, сейчас ее тупо нет. Ее заменили вот такой ливреей, непонятно зачем, непонятно почему, то ли это баг, то ли Rockstar специально это сделали. В Phantom FR36, кстати, не единственный случай, подобное было обнаружено и на некоторых других автомобилях. На этом все. Кто пропустил, обязательно гляньте первый выпуск этой рубрики, ссылка будет в описании и в подсказке сверху. С обновлением закончили, дальше на канале планирую выпускать большое количество разнообразных топов, идей довольно много, поэтому подписывайтесь, будет очень интересно. Самый информативный GTA телеграм-канал в описании, моя личная группа по прокачке тоже. Как обычно, не прощаюсь, ведь мы в интернете, а это значит совсем скоро увидимся.